Привет, друзья! Меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре маленький комбо для акустических гитар. Это Nux Acoustic AC25. Этот маленький и простенький на вид комбик таит в себе немало всякого интересного. Во-первых, это 25 Вт, что в комбинации с динамиком 6,5 дюймов будет звучать достаточно громко, например, для того, чтобы на нем дома заниматься, даже предостаточно. И кроме того, не знаю, в каких-нибудь поездках он тоже будет более чем предостаточно по громкости, или, например, яркий, явный сценарий, по которому его можно использовать, это если вы сидите летом на улице где-нибудь в загородном доме, его можно вынести и поиграть на нем прямо на улице, и громкости более чем будет предостаточно. Вы знаете, в таких под открытым воздухом нужно немножко все-таки громче включать, чем обычно это, скажем, необходимость. А уж поможет вынести его на улицу и поиграть там нам встроенный аккумулятор. Соответственно, он может работать без внешнего питания. Несомненный плюс и очень классная черта этого усилителя. А вкупе с ручками, скажем, держателями для ремня гитарного, с помощью которых их можно повесить себе на бок, можно вообще как бы скомбинировать гитару и комбик на себе, чтобы быть таким прям бродячим музыкантом, ходить с ней, играть где угодно, хоть, прости господи, по вагонам. Так вот, давайте перейдем уже, послушаем, как это все звучит. Комбик двухканальный, каналы неравнозначные, что довольно часто бывает на подобных комбиках. Первый канал предназначен для гитары, у него вход с помощью джека, трехполосный эквалайзер, низы, середина, верха, уровень громкости, встроенный тюнер, что ничего себе, очень, кстати, удобно. Не на всех пьезозвукоснимателях есть встроенный тюнер, здесь это есть. Нажали на кнопочку, настроились, кайф. Реверберация, куда же без нее, и мастер громкость. У второго канала все немножко попроще. Второй канал, у него есть только громкость и посыл на эффект. Соответственно, если у вас у первого канала включена реверберация, то с помощью Send можно на подключенный, например, микрофон или добавить реверберацию, или ее не добавлять. Соответственно, можно вот как-то так скомбинировать разные эффекты. На гитаре у вас реверберация есть, на вокале нет. Вот такой вот серф-рок у вас будет получаться. Из плюсов второго канала, из очевидного плюса второго канала, это то, что вход у нас комбинированный Jack XLR, можно подключить микрофон, однако из недостатков то, что нет фантомного питания, соответственно, микрофоны конденсаторные, которые требуют дополнительного источника питания, подключить не получится, соответственно, всякие микрофоны для скрипок конденсаторные, наверное, подключить не получится, хотя там надо будет уже придумывать что-то с преампами, не знаю, с чем-нибудь, с внешним питанием. В общем, это заморочка, однако же скажу, что в комбиках в этом ценовом сегменте встретить фантомное питание на разъеме Jack XLR комбинированное, это, прям скажем, редкость, это скорее удел такого более дорогого ценового сегмента усилителей. Смотрите туда, если вам нужно фантомное питание. Давайте перейдем к прослушиванию. Первая ручка — это всего лишь громкость, ничего, она просто подобрана под данный конкретный инструмент и под ту громкость, на которой мы собираемся играть. Кстати, да, у нас не стоит микрофон перед комбиком, а звук мы забираем сейчас с линейного выхода. Он нужен для того, чтобы, например, если вы играете на концерте, то нужно использовать данный комбик, можно использовать данный комбик как мониторинг для вас на сцене, а, соответственно, звук вы из линейного выхода отдаете звукорежиссеру. Соответственно, сейчас вы слышите тот звук, который будет слышать ваша аудитория в концертном зале, если вы его используете в таком варианте, почему бы и нет, для этого он тоже нужен. Соответственно, как он просто звучит? Трехполосный эквалайзер поможет подстроить тембр усилителя под вашу гитару. Давайте с низких частот начнем. Они добавляют такого объема. Соответственно, если вы, например, играете с группой, и вам не нужно занимать
пространство бас-гитары, то вы низы чуть-чуть убираете. Если вы играете один и хочется добавить, наоборот, немножко такого пространства, не добавляя реверберации, то низкие частоты это вам помогут сделать. Средние здесь с конкретной гитарой работают вот так. С этой гитарой они подчеркивают немножко такие свистящие средние частоты, поэтому я их просто могу, главное, я их могу убрать из звучания гитары, тем самым его улучшив, соответственно, немножко средних частот вырезал. И кажется, звучит гитара приятней. Высокие частоты. Мне кажется, это даже не такие, не прям высокие-высокие самые, это такая высокая серединка, соответственно, прибавив ее, мне звук нравится немножко больше, поэтому у меня тут получилась такая галочка, скажем, я поднял немножко низких, убрал немножко средних, добавил немножко высоких. Ну, кайф. Давайте перейдем к реверберации. Она здесь есть, она здесь звучит примерно так. Ее много, она немножко такая подергивающаяся, как будто это пружина, но по звуку скорее напоминает холл. Звучит очень объемно. Мне кажется, что длина хвоста у ревера, наверное, немножко большевата, однако, если, как я уже упомянул, хочется чего-нибудь такого более серф звучащего, то... то здесь как раз это отлично получится сделать. Ну и, в принципе, такой медленный, фингерстайловый, скажем, ревер здесь получить можно. Соответственно, всякие партии. Отлично звучат, наполняются и так далее. Ну а для такой простой игры я бы оставил реверберацию вообще чуть-чуть, еле-еле заметно включенной, иначе она может слишком сильно лезть, скажем, поверх игры боем. Из очевидных плюсов, кроме того, как я уже сказал, он работает без внешнего питания, а скомбинируйте это еще и с возможностью по Bluetooth подключить к нему ваш телефон, например, и можно использовать этот комбик как обычную Bluetooth-колоночку. Можно с нее просто слушать музыку. А если не слушать музыку, то можно поставить аккуратненько минусовочку себе и поиграть какие-нибудь там соло, поиграть вместе с воображаемой, скажем, группой, поиграть с каким-нибудь там лупом, который там заранее записан. Соответственно, это можно сделать как через внешний AUX, через выход джек для подключения внешних устройств, но согласитесь, через Bluetooth это, конечно, гораздо удобнее, это -1 провод. Это можно делать, собственно, через телефон, у которого сейчас может и не быть мини-джека для того, чтобы, собственно, включить какую-то музыку, а Bluetooth уж точно есть. Кайф, удобство — это прям большой-большой плюс. Ну и давайте мы подключим микрофон и поставим его перед комбиком, чтобы вы послушали, как звучит уже сам динамик. Итак, SM57 динамический микрофон перед динамиком. Как это звучит? А вот как-то так. У меня лично ничего не поменялось, а вы, соответственно, можете нам в комментариях сказать, как вам больше нравится, нелинейный выход или снятый микрофоном. Добавлю немножечко ревера, чтобы лучше, так сказать, ощущалось.
На задней панели у этого комбика есть индикация зарядки. Соответственно, если вы заряжаете, написано «горит лампочка Charge». Если вы не заряжаете, то ничего не горит, но когда батарейка начнет садиться, он вас об этом уведомит. Как я уже сказал, есть вход для подключения внешних аудиоустройств и есть line-out, как говорится, то уже о чем упоминалось. Кроме того, есть выход на наушники, соответственно, если хочется тихонечко дома позаниматься через подключенную гитару, чтобы послушать, как ваша гитара звучит со стороны, акустическая, а то иногда спрашивают, зачем это вообще нужно, можно заниматься, подключив наушники тихонечко, чтобы вас никто не слышал. Ну что ж, друзья, как вам понравился этот комбик? Если честно, мне очень понравился дизайн. Он весь такой деревянный, и это прям дерево. Это не просто какой-то пластик, покрашенный под дерево. Это прям деревянный комбичек маленький. Очень прикольный дизайн. Ну и кроме того, в принципе, вообще по функционалу комбик довольно насыщенный. Напишите нам в комментариях внизу, что вы думаете по поводу этого акустического усилителя. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, ну вы и сами все знаете. До новых встреч! Подожди секунду. А ты можешь это... Сейчас, погромче.